Привет, друзья! В этом ролике мы с вами разберемся, как лучше всего фармить сущности монстров. Это такой ресурс, который выпадает из монстров в открытом мире, а также из других источников, о которых мы сегодня поговорим. Ну и собрав 10 штук, можно в бестиарии попытаться открыть одну из страниц с монстрами. Ну и всего сейчас на данный момент в игре 177 страниц с монстрами. Каждая открывается 10 сущностями, но чем ближе ты подходишь к 177, тем больше тебе выпадает дублей. Давайте посмотрим, сколько сейчас сущностей собрано у меня. Это можно сделать, нажав на аватар. Дальше подробности. И здесь у нас есть такая вот вкладочка «Бестиарий». Мы на нее нажимаем, и вы видите, что у меня собраны все сущности монстров, да, все страницы бестиария открыты благодаря этим сущностям монстров, кроме одной. То есть у меня всего одной страницы не хватает. И чтобы ее собрать, мне нужно очень долго фармить. И на самом деле это целый процесс, потому что постоянно выпадают дубли. Давайте с вами пройдем к бестиарию и посмотрим, как это выглядит. Бестиарий у нас расположен вот в этой локации, в том числе, где у нас есть ворота Варибан, а также врата в предел бездны. Тут же стоит бестиарий, потому что, друзья, это самая лучшая локация и самые лучшие события для фарма сущностей монстров. Сейчас мы об этом подробнее поговорим. Но если мы нажмем на бестиарий, то увидим, что у меня собрано 176 из 177 страниц. Как же найти недостающую страницу? Ну, все очень просто. Нужно фармить эти сущности монстров, и с определенной вероятностью тебе выпадет эта страница. Какие дает бонусы открытия всех страниц? Ну, наверное, никаких. Просто галочка или очередная ачивка. Но тут интересный момент, что у себя в Телеграме DI Tools я уже постил новость, которая касается сущностей монстров, а именно игроки нашли способ закрывать пропавшие страницы бестиария, потому что такая вот картина, как у меня, когда у тебя открыто 176 из 177 страниц, она у очень многих игроков, которые играют уже больше 1,5 лет или почти 2 года. И только игроки, которые постоянно играют 3 года, они собрали все эти страницы. На самом деле в этом посте один из ветеранов Diablo Immortal рассказал, как спустя год, представляете, он год фармил эту последнюю страницу. Он наконец-то заполнил недостающую страницу бестиария, и оказалось, что некоторые записи связаны с конкретными элитными заданиями и боссами, которых игроки могли просто не убить. Это очень интересный момент, потому что я на самом деле с этим не согласен. И я играю уже практически 2 года с перерывом где-то 4 месяца, и я никогда не заморачивался с местом, где я фармлю эти сущности. И основной способ их фарма, о котором мы сейчас поговорим, это Эребан. И я все свои сущности получил именно оттуда, ну, подавляющее большинство. Поэтому я считаю, что в течение определенного времени, может быть, еще неделя, месяц, полгода, а может быть даже год, я наконец-то открою эту недостающую страницу. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что об этом думаете, и есть ли действительно какие-то паттерны, где и каких боссов нужно убивать, чтобы тебе выпадали именно те сущности монстров, благодаря которым открываются недостающие страницы. Ну а мы с вами быстренько посмотрим, сколько сейчас у меня сущностей уже собрано. И они у нас расположены в инвентаре вкладочке с мешочком. В самом низу здесь будет сущность монстра. Принесите 10 сущностей монстров к алтарю Харадримов, чтобы открыть новую запись в бестиарии. Давайте запомним, что их у меня сейчас 6 штук. И перейдем к фарму, самому лучшему, на мой взгляд, способу фарма этих сущностей монстров.
И, друзья, перед тем, как перейти к главной части нашего ролика, я прошу вас проверить, что вы поставили лайк этому видео, а также, что вы подписаны, и у вас стоит колокольчик, что когда выходят новые видео, вы сразу же видели их первым. И давайте перейдем к основной части ролика. В общем, я считаю, что самый лучший способ фарма сущностей монстров – это ворота в Эребан. В этой локации нам нужно будет бегать и открывать сундуки. Как только мы откроем 60 сундуков, я всегда бегаю один, это событие. Мы помимо 2 сущностей монстров еще получаем 8 обычных самоцветов. Помимо того, что это один из самых лучших способов фарма сущностей монстров, это один из самых лучших способов фарма обычных самоцветов. Конечно, вы в комментариях можете со мной не согласиться, и я на самом деле большей частью сейчас бегаю предел бездны, это вот этот вот портал. Вот, смотрите, здесь мы бегаем и просто набираем 2000 очков в команде из 4 человек, и нам также там выпадают сущности монстров, и также мы получаем 8 обычных самоцветов. В Эребане на один забег тебе нужно примерно 3 минуты, чтобы открыть 60 сундуков, а вот предел бездны можно закрыть даже за 2 минуты, если ты собрал команду из 4 человек, и вы достаточно быстро в разные стороны разбежались и быстро набираете эти 2000 очков. Но в пределах бездны мне очень часто выпадала только одна сущность, а было такое, что не выпадало вообще. А в Эребане мне всегда, каждый забег, когда я открываю 60 сундуков, мне выпадает 2 сущности. И, друзья, мы сейчас забежим с вами тестовый забег и посмотрим, как все это работает. Но перед тем, как перейти к забегу, для забегов в Эребан вам нужен быстрый билд. Там все заточено на скорость. Вам не нужно бегать, убивать монстров, вам нужно только бегать, открывать сундуки. Желательно, чтобы ваш билд был с автоатакой. Помимо того, что вы будете бегать, вы будете убивать монстров, но открывая сундуки, из них как раз и будут выпадать эти сущности монстров. Я использую свой быстрый билд для PvE спама. Он у меня выглядит таким образом, PvE спам. Здесь у меня 4 комплекта витху и 4 комплекта семена посеянного... Нет, не семена посеянного золота. Давайте посмотрим мой билд. 4 витху, 4 награды мрачного проводника. И что самое главное в этом билде, это ветка совершенствования предвестник. Что в ней такого крутого? Это восстановление умения с рывком на 10% сокращено. И также вы беспрепятственно можете проходить сквозь монстров, потому что в Эребане на тебя будут нападать полчища монстров, и тебе надо будет сквозь них проходить. Этот билд, друзья, я очень подробно описывал вот в этом вот ролике. Если вы его не смотрели, а играете за охотника на демонов, обязательно посмотрите. Это один из моих любимых билдов для открытого мира. Он очень быстрый, с автоатакой, и при резонансе примерно 2000 я делаю где-то 50 миллионов урона на 30 секунд, но этого достаточно, если ты играешь на уровне сложности сервера, для того, чтобы убивать, пробегая мимо монстров, всех вокруг. Ну, давайте с вами быстренько забежим в Эребан, подходим, не будем находить группу, сразу же входим. И смотрите, мы здесь будем бегать и только открывать сундуки. Наша задача быстро это делать. Для этого и нужен супер быстрый билд. Наша задача за отведенное время открыть 60 сундуков. Также мы получим еще и 8 обычных самоцветов. И в этом билде, как раз когда я совершаю рывок, моя скорость увеличивается на 30%. Не помню насколько, но достаточно на продолжительное время. Ну и автоатака, которую я постоянно активирую, она еще убивает монстров. И из них тоже падает какой-нибудь лутик. Если вы какой-то сундучок пропустили, как я вот сейчас, то ничего страшного, просто бегите дальше, потому что здесь на самом деле задача открывать эти сундучки и потом убегать от ужаса.
Если, кстати, вы играете за охотника на демонов, то также можно использовать сущность, не сущность, а умение. По-моему, оно называется «Взгляд теней». Оно еще открывает локацию на 90 метров, чтобы можно было видеть, куда бежать, потому что в Эребане очень легко заблудиться и проиграть таким образом. Собрать не 6 самоцветов, в смысле не 8 самоцветов, а только 6 получить. Но наша задача открыть именно 60 сундуков. Смотрите, я уже открыл 41 сундук. Ну и у нас уровень сложности достаточно большой. Почему-то он у меня... да, вот 6-й уровень сложности. Нам нужно дойти до 8-го, чтобы выйти отсюда. Уже убегать. Автоатака продолжает убивать монстров. В общем, друзья, бегаем и убиваем. Очень прикольное событие, но... требует чуть-чуть больше времени. Но это гарантированный способ быстро за 48 минут. У меня есть видео, где я за 48 минут закрываю свой недельный кап по самоцветам в Эребане. Один, без какой-либо команды. Все, друзья, я собрал сколько? 61 сундук. Теперь мы можем смело бежать назад. При этом у меня остается еще 44 секунды. Помимо этого, видите, когда вы открыли 60 сундуков, нет, даже когда вы перешли на 6-й уровень сложности, у вас появляется еще и большой сундук, мы его можем посмотреть, вот здесь вот он. Если его открыть, мы получим чуть-чуть больше лута, но тогда появится ужас, который начнет нас преследовать, и закроются все двери-перегородки в этой локации. Я обычно не беру этот сундук, я просто выбегаю и спокойно выбегаю из этого события. У нас осталось 5 секунд, и сейчас появится портал, и мы спокойно выбежим отсюда. Смотрите, что мы с вами получили, какой лут. За 60 открытых сундуков мне потребовалось 3 минуты, и я получил одну сущность бездны. Иногда, кстати, получается так, что получаю даже 2. И чаще всего это, когда ты еще открываешь вот этот большой сундук. Мы получили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 обычных самоцветов. И сколько же мы получили сущностей. Напомню, что до того, как я забежал в Эребан, у меня было 6 сущностей монстров. Давайте посмотрим, сколько у меня их сейчас. И сейчас их, друзья, у меня 8 штук. То есть за каждый забег 3 минуты. 8 обычных самоцветов, мы еще получаем 2 сущности монстров. 5 забегов, и вы открываете страницу бестиария. Я считаю, что это один из лучших способов фарма сущностей монстров, друзья. Напишите в комментариях, что по этому поводу думаете. Ну и, конечно, проверьте, что вы подписаны на мой канал, что лайк стоит этому видео. И не забудьте подписаться на мой телеграм-канал DI Tools по Diablo Immortal, где мы обсуждаем новости и события игры. И также там есть розыгрыши усиленного боевого пропуска коллекционера. Спасибо, что досмотрели до конца, и увидимся с вами в следующем видео.